Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Братья Чи. Сегодня мы вам расскажем о палеоконтакте и тайне Великого Сфинкса. Поехали! Итак, мы на плато Гиза в Египте, колыбели археологии, но акцент нашего рассказа будет о том, чего обычно не рассказывают любителям истории Древнего Египта. Здесь находится самая грандиозная скульптура изо всех, что когда-либо создавал человек. Речь в этом ролике пойдет о Великом Сфинксе. Сфинкс – лев с человеческой головой. Размеры сфинкса 72 метра в длину и 11,5 метров в плечах и достигает 20 метров в высоту. На протяжении многих веков он возлежит на высоком пьедестале перед пирамидой Хеофрена, обращая свой задумчивый взор на восток вдоль 30-й параллели. Скульптура высечена из цельного куска твердого известняка. Взгляд его устремлен на восток, пытаясь поймать первые лучи восходящего солнца. Перед сфинксом находится так называемый Нижний храм, монументальное сооружение, сложенное из 200-тонных известняковых глыб, техникой полигональной кладки. Его возраст и способ строительства – величайшая загадка, так как человечество до сих пор не научилось вырезать, доставлять, поднимать и тем более подгонять друг к другу такие гигантские блоки. Пирамида, к примеру, сложная из 2,5 тонных блоков, а тут каждый блок по 200 тонн. Нижний храм и храм Сфинкса, стоящий чуть правее, закрытый для туристов, объединяют строгий, лишенный всяких украшений архитектурный стиль и использование очень больших мегалитов. Вес отдельных из них достигает 200 тонн. Мелких блоков там нет вообще. Все камни просто огромные. Самый маленький весит 50 тонн. Так что трудно понять. Так древним египтянам удавалось поднимать эти мегалиты и передвигать их с места на место. Даже сейчас подрядчики, которых нанимают для создания точных копий храма Сфинкса и Нижнего храма, и которые вооружены самыми современными строительными технологиями, сталкиваются с весьма серьезными проблемами. Многочисленные проблемы являются результатом именно большого размера блоков. По весу их можно сравнить с несколькими дизельными локомотивами, поставленными один на другой. Такие грузы невозможно понять даже гидравлическими или башенными подъемными кранами, которые мы все видели на строительных площадках больших городов. Эти современные механизмы рассчитаны на вес 20 тонн. Тайна это или нет, но храм Сфинкса и Нижний храм стоят в Гизе, как молчаливое свидетельство того, что в незапамятные времена неизвестные строители прекрасно знали, как перемещать 200-тонные грузы и имели для этого все необходимые технические устройства. Более того, поскольку доподлинно известно, что у них не было мостовых кранов, остается непонятным, как именно они это делали. Сталкиваясь с подобными вопросами, египтологи обычно делают туманные заявления о земляных валах пандусах, неограниченных человеческих ресурсах. Хотелось бы, однако, чтобы инженеры уделили этой проблеме более пристальное внимание и выяснили, какой высоты насыпи понадобилось бы для этих целей и сколько именно человек смогли бы их тащить. Таким образом, следует признать, что если Сфинкс на несколько тысячелетий старше, чем думают египтологи, то это же можно сказать и о его ровесниках-храмах. И то, что мы имеем счастье видеть на плато Гиза, есть следы утонченной и развитой цивилизации, существовавшей в те времена, когда на Земле вообще не было никаких других цивилизаций. В пользу этой версии говорит и то, что мегалиты храмов показывают точно такие же следы климатогенных повреждений, что и сам Сфинкс. Интересно отметить, что сохранившиеся до наших дней плиты гранитной облицовки были высечены таким образом, что их внутренняя поверхность плотно прилегала к камням из известняковой кладки. И произошло это в то время, когда те уже сильно пострадали от эрозии.
поскольку гранитные плиты выглядят вполне в стиле произведений древнеегипетской архитектуры эпохи Древнего Царства, в то время как известняковые глыбы, кладки на нее совершенно не похожи. Это можно принять как еще одно доказательство в пользу теории, что фараоны Древнего Царства лишь подновили и отреставрировали древние священные здания, сильно поврежденные временем. Если камень и вот так, естественно, особенно углы, как они. Также, здесь в этой яма 2 метра 80. Была обнаружена статуя из диорита, полурусских френов, в сидящем положении, которую назвали шедевром Древнего Царства. Вот, она была воинственной. Соответственно, напрашивается прямой вывод, что никакая человеческая цивилизация, тем более в 3-м тысячелетии, не могла воздвигнуть данный храм. Раньше я показывал вам, что в храме повсюду встроены водостоки. Зачем в пустыне, где не бывает дождей, водостоки? Ответ простой. Храм был построен в эпоху дождей, которая, по данным климатологов, закончилась в Египте в 11 тысячелетии до нашей эры, 13 тысяч лет назад. Тут нам на помощь приходит теория палеоконтакта, согласно которой человечество является наследницей всех достижений более ранней или внеземной цивилизации, которая, придав соответствующий импульс и передав нам тайные знания, исчезла во мраке веков. Родоначальником гипотезы палеоконтакта в ее современной формулировке принято считать Константина Циолковского, впервые выступившего в 28-29 годах с идеей возможного посещения инопланетными пришельцами в прошлом. Прямо основание без потолка. Дальше, туда подойдем. Здесь у нас гораздо 23 отверстия. Дальше станет 28 статуй, как видно, статуй за. Переходим к Сфинксу, который считается не только самым большим монументом на Земле, но и самым таинственным. Давайте вместе попытаемся хоть немного приподнять занавес тайны и разобраться в многочисленных гипотезах и легендах. В данном ролике я объединил ряд гипотез о происхождении этой великой загадки. На данный момент четкого ответа на вопрос, кем и когда была воздвигнута эта скульптура, официальная наука дать не может. Всем привет, на канале Братья. Сейчас расскажем о Сфинкс, построенный 4500 лет назад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Одна из главных тайн – таинственное молчание, окружающее Сфинкса. В древних папирусах не найдено ни одного упоминания о нем. Сфинкса называют Шепес-Анх, что в переводе означает «живой образ». К сожалению, логического объяснения этому феномену наука так и не нашла. Если обратиться к запискам Геродота о Египте 445 года до нашей эры, то мы не найдем в них ни одного слова о Сфинксе. До Геродота в Египте побывал Гекатей Милецкий, а после него Гекатей Абдерский.
а также знаменитый географ, историк и путешественник Страбон. Но и они не заметили статую сфинкса, хотя в древнегреческих мифах тех времен этот образ уже существовал. По какой-то причине о такой огромной статуе не упоминает ни один из путешественников. Ответ на этот вопрос можно найти в труде римского натуралиста Плиния Старшего «Естественная история». Сфинкс был засыпан песком. Куда более интересное открытие было сделано, когда гидрологические исследования выявили следы эрозии от мощного потока воды у основания пьедестала статуи. Источником таких потоков воды мог быть дождь, но когда в Сахаре шли дожди? Ведь у нас нет никаких сведений о существенных осадках в Сахаре за последние 9-10 тысяч лет. Наука, называемая палеоклиматологией, изучает древнюю погоду, и палеоклиматологи говорят о том, что Сахара в прошлом была покрыта озерами. Да, сейчас здесь пустыня, но 10 тысяч лет назад в Сахаре были озера. Официальная наука подтверждает тот факт, что еще 6 тысяч лет назад в Сахаре росли деревья и было много озер. Конец этой эпохи закончился 11 700 тысяч лет назад. Итак, климатологами доказано, что первое, вертикальные следы эрозии – это следы дождей лишь в Сахаре более 13 тысяч лет тому назад. Второе, астрономами доказано, что сфинкс смотрит на созвездие Льва в день весеннего равноденствия в 10500 году до нашей эры, когда одновременно точно на горизонте восходит звезда Орион. Если бы сфинкс смотрел на восход солнца в 3-м тысячелетии в день весеннего равноденствия, то встречал бы созвездие Тельца Быка, и по аналогии тогда должен был быть не львом, а быком с головой фараона. И все-таки, что же нам говорит дата 21 марта 10500 года до нашей эры? Если мы взглянем на нашу компьютерную реконструкцию неба над Гизой в 10500 году до нашей эры, ответ будет совершенно очевидным. В том году перед рассветом, в день весеннего равноденствия, можно было видеть, как на востоке медленно восходит созвездие Льва. Приблизительно в 5 утра оно же уже полностью восходило, раскинувшись точно на востоке лев в небе, лежащий брюхом на горизонте. В этот же момент Солнце, отмечая точку весеннего равноденствия, находилось приблизительно на 12 градусов ниже его задних лап. Если мы перенесем этот небесный образ на Землю в виде памятника весеннего равноденствия, колоссального льва, лежащего на скальном основании реального физического горизонта Гизы, то перед нами на самом деле окажется карта клада, которой руководствовался царь гор. Она отнюдь не спрятана в земле, а искусственно сокрыта во времени. И крестиком на ней почти буквально отмечено место непосредственно под задними лапами египетского большого сфинкса, на глубине, как можно предположить, около 30 метров. Если мы правильно прочли послание последователей Гора, то в нем содержится нечто чрезвычайно важное. Долгие тысячелетия клад царя Гора ждет, когда его наконец обнаружат с помощью сейсморазведки, бурений и раскопок. Одним словом, он ждет новых открытий и исследований в тайных коридорах и камерах земного царства Осириса. И это может оказаться высшей наградой человечеству. Об этом также говорят живые откровения от Эдгара Кейси, предсказавшего много чего в 20 веке в своих трансах. Кейси неоднократно повторял, что существует ряд данных, указывающих на то, что в Египте до сих пор хранятся архивы Атлантиды, Древнего Египта эпохи Рата, которые когда-нибудь будут найдены. Он снова и снова упоминал усыпальницы и новые пирамиды, которые еще только предстоит открыть египтологам, и даже приводил конкретную дату возведения Великой пирамиды. В качестве последней Кейси указывает период между 10490-х и 10390-х годов до нашей эры. В другом месте он говорит о том, что за 10500 лет до Христа была предпринята первая попытка отреставрировать и довести до конца давно начатое сооружение, ныне именуемое Сфинксом. Тогда же, примерно в 10500 году до нашей эры, под ним было устроено огромное подземное хранилище, где наследники Атлантиды
планеты собрали всю мудрость ее утраченной цивилизации. Оно расположено как раз там, куда указывают звезды в день весеннего равноденствия. 10 500 лет до нашей эры. В начале 90-х годов 20-го столетия геологи, которые работали вокруг Великого Сфинкса, обнаружили прямо под его лапами большую прямоугольную полость – туннель. Но раскопки остановили, и место засекретили официальные власти. Так что ждем, когда человечеству дадут доступ к залу знаний под Сфинксом. И таинственные артефакты, доказывающие теорию палеоконтакта. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчики, смотрите нас в Телеграме, Яндекс.Дзене. Всем пока-пока!